Соскучились по путешествиям, но не знаете, как лучше спланировать свой отдых? Хотите потусить компанией? Провести отпуск с семьей? Или отправиться в романтическое путешествие? Мы подскажем, что, где, как и почем. В каждом выпуске нашего travel-гида мы будем давать полезные советы, как отдохнуть в той или иной стране. Ведь к путешествиям нужно готовиться заранее. Пришло время travel-гида по Португалии, страны на самом краю Европы. Это родина великих мореплавателей и открывателей. А еще Португалия — это мосты и замки, Азулежу и Фадо, трамваи и ретро-кары, паштейш и портвейн. Вы с семьей хотите отдохнуть в Португалии, и ваш бюджет не знает грани? Тогда начните со столицы страны. Лиссабон точно понравится вашим детям, ведь он напоминает город из сказки. Черепичные крыши, расписные плитки и куча увлекательных развлечений. Все-таки Лиссабон, мне кажется, он просто, он создан для того, чтобы по нему гулять и наслаждаться. Здесь так красиво, здесь так хорошо. Рассекать по городу с семьей лучше на чем-то раритетном и легендарном. Стоимость от 600 евро в сутки. Слышите, какой звук? Посетить стоит мост Васко-да-Гама, который долгое время считался самым длинным в Европе. Разрешенная скорость на мосту 120 км в час. И он прямой! И я этим воспользуюсь! Также отправьтесь к мосту имени 25 апреля, на котором находится панорамная смотровая площадка Пилар-7. Пощекотать нервишки можно за 6 евро с человека. О, смотрите! Стеклянный пол! Малосмотровой? Берите вертолет за 2000 евро. Такая авантюра точно запомнится всем членам семьи. Вот он! Вот мыс Рока! Кабо-де-Рока! Самая западная точка Европы. Все, дальше уже Европа кончается. Вот, справа Европа, там уже Атлантический океан. Далее поезжайте в пригород Лиссабона, город красивых замков и загадочных дворцов Синтру. Входные билеты от 5 евро. Смотрите, какой красивый. Правда ведь как праздничный домик, да? Хотите познакомиться с высокой кухней? Отправляйтесь в ресторан Бельканто. Уникальный обед прямо на кухне ресторана от 300 евро с человека. Браво! А жить в Лиссабоне можно в самом старом дворце города, который по совместительству и самый лучший отель – Паласио Бельмонте. Пятиэтажный номер с панорамной террасой обойдется вам в 3000 евро за сутки. Красиво. Если же вы желаете бюджетного семейного отдыха в Португалии, вам на Мадейру. Это живописный зеленый остров в Атлантическом океане, один из старейших элитных курортов Европы. Здесь царит вечная весна. Круглый год температура держится в районе 18-25 градусов. Слева океан, справа горы, леса.
все цветет и пахнет, а посреди этого еще и город красивый построили. Здесь можно погулять по цветущей столице Мадейры, городу Фуншал. Полмира объездила, такого еще не видела. Висящие кусты на деревьях, вазоны в дупле. Это ж как нужно заботиться о своем городе. Далее можно побывать на самом высоком мысе Европы – Кабу-Жирау. Мамочки, как страшно! Страшно, но красиво. Прям так страшно красиво. А после порезвиться в знаменитом лавовом бассейне, который создала природа и который отделен от скал и течения. Билет 1,5 евро. Мамочки! Из местных развлечений табаганинг – съезд на санках с высокой горы. 25 евро с человека. Мне кажется, скорость где-то километров 30 или 50 в час. Если в вашем семействе есть любители футбола, обязательно сходите в местный музей Криштиану Роналду. Вход 5 евро. В этом музее вы найдете все. От ручки до футболки. Все с автографом Криштиану Роналду. Насчет еды. На Мадейре выращивают огромное количество фруктов, многие из которых у нас никто даже не видел. Поэтому смело отправляйтесь на рынок и купите там целый набор бананасов, питанг и гибискусов. Обойдется это в 20-30 евро. Тут уж как сторгуетесь. Вот классный гибискус, капец, такой вкусный. Он цветок. По передвижению приятная новость в том, что здесь, на Мадейре, комфортные автобусы ходят совершенно в любую точку. И стоят они от 1,5 евро. По жилью арендуйте палатки и селитесь в местном полном всех удобств кемпинге. Обойдется это от 6 евро с человека. Вокруг такая красота. Горы, воздух. В каждом выпуске мы делимся с вами списком самых ярких фестивалей и мероприятий той или иной страны. И вот пришло время атмосферной Португалии. Международный фестиваль скульптуры с песка Фиеса – одно из самых крупных песчаных событий в мире. Проводится ежегодно в регионе Алгарве. Скульпторы со всего мира съезжаются сюда и за месяц из 40 тонн песка делают несколько десятков огромных песчаных скульптур. Благодаря клею и воде стоят экспонаты полгода до осени. Торада – это португальская вариация боя с быком. Сезон торады начинается в апреле и заканчивается в октябре. За это время по всей стране на специальных аренах устраивают яркие бои. Вот где настоящее противостояние человека и быка. Фестиваль Средневековья проходит ежегодно в древнем городке-крепости Обидуш. Город на пару недель становится таким, каким был несколько сотен лет назад. Повсюду играет музыка, устраиваются красочные шествия и турниры рыцарей. Стать полноценным участником фестиваля может любой желающий. Этот фестиваль вызывает столько теплых эмоций. И прям так и хочется хотя бы на пару недель, на пару деньков оказаться там в Средневековье. Вот на таком народном гулянии. И это не предел. Фестивалей и праздников, которые происходят в Португалии, не счесть. Поэтому, планируя поездку, обязательно сверьтесь с календарем событий.
Португалия – одно из лучших мест для романтического отдыха. И если бюджет позволяет, отправляйтесь на южное побережье этой солнечной страны. Регион Алгарве – одно из самых живописных мест Португалии. Здесь дома белоснежные, пляжи безграничны, а океан кажется бездонным. И что особенно прекрасно, здесь есть совершенно безлюдные места, где вы сможете уединиться со своей второй половиной. Прилетев в Лиссабон, сразу же арендуйте роскошный ретро-кабриолет от 1500 евро в сутки. Старый добрый Мерседес голубых кровей. И берите курс на юг. В городке Фаро пересаживайтесь на красивую яхту от 300 евро за час. И отправляйтесь в природный парк Риа-Формоза, который меняет свой вид в зависимости от приливов и отливов. Здесь то появляются, то исчезают песчаные острова, по которым можно гулять и наслаждаться уединением и спокойствием. На одном из островов можно организовать незабываемый романтический обед с самыми свежими морепродуктами. Услуга обойдется примерно в 1200 евро. Вот что интересно, все эти морепродукты выловлены из вод заповедника. После поезжайте на живописный пляж, где закажите урок серфинга от первоклассного инструктора от 100 евро за час. И вперед вместе покорять волны. Любовное гнездышко на время вашего отдыха – это президентский люкс 5-звездочного отеля Анантара Виламора. Цена 3785 евро. Как же я люблю такую жизнь. А кто же не любит? Закат настоятельно рекомендуем наблюдать из джакузи, которая находится на крыше вашего номера. Вот она, жизнь с золотой картой. Но и для бюджетных романтиков в Португалии найдутся забавы. Поезжайте на Азоры. Это изумрудные вулканические острова в Атлантическом океане. И что крайне приятно, они пока не сильно облюбованы туристами. Поэтому на какой бы из островов вы ни приехали, отдых здесь будет полон спокойствия, уединения и красоты. Вот интересно, автобус такой огромный, а пассажиров всего раз, два, три, 4 пассажира. Прилетев на главный остров Азорских островов Сан-Мигель, обязательно прогуляйтесь по столице Понта-Делгадо. Городок похож на кукольный. Маленькие яркие домики, узенькие улочки, брусчатка. Круто, что все тротуары в городе выложены разными рисунками. Это своего рода такое украшение острова. Каждый год здесь проходит фестиваль стрит-арта, когда художники со всего мира приезжают сюда и украшают скучные дома. Рисовальщикам радость, местным настроение, а туристам классные фотки. В этом городе так много стрит-арта, и все такое разное, стены разграфичены, разных форм, жанров. Чтобы полюбоваться красивой панорамой острова, отправляйтесь на автобусе за 5 евро в поселок Сети-Сидадиш. Когда-то король Карлош и его жена Амалия приехали сюда, и король широко раскрыл руки и крикнул: «Господи, неужели это все мое?» Главное развлечение Азорских островов – экотуризм, то есть наслаждение нетронутой природой. На острове Сан-Мигель несколько сотен лавовых тоннелей и пещер. Настоятельно рекомендуем посетить хотя бы некоторые из них. Входной билет от 5 евро. Это микроорганизмы, живые микроорганизмы, которые образовывались тут тысячи лет. Также здесь множество природных бассейнов, в которых можно поплавать совершенно бесплатно. Еще на Азорах полно горячих источников и термальных бассейнов.
Большинство бесплатны, за некоторые придется выложить пару евро. Температура воды этого источника почти 100 градусов. И когда-то предприимчивые фермеры приезжали сюда, чтобы стерилизовать свои бидоны из-под молока. Ночевать на Азорах лучше всего прямо под звездами. И недорого, и красиво. Место в кемпинге с удобствами, аренда палатки и спальных мешков обойдется вам от 8 евро с человека. Класс! Фу. У меня тут практически вилла. И, конечно же, обязательно попробуйте сытное, вкусное местное блюдо «Козиду даш фурнаш». Это овощи, свинина, говядина и курица, которые готовятся в горшках под землей, в горячем вулканическом грунте. Ищите в местных кафешках от 12 евро. Одной порции с головой хватит на двоих. На самом деле вот этот маленький привкус вулкана во рту, он и делает эту еду эксклюзивной. Именно ради этого привкуса все эти люди здесь собрались. Пришло время познакомиться с кулинарной стороной Португалии. Итак, первое, что стоит попробовать в Португалии – францезинья. Это бутерброд на португальский лад. Булочка, внутри которой несколько видов мяса, сверху расплавленный сыр, и все это подают с томатно-пивным соусом. Цены от 8 евро. За все время, что я был по бедному, это самое вкусное блюдо. Второе, что стоит попробовать в Португалии – это рыбные консервы. Рыбы здесь всегда было немерено, а чтобы она не пропадала, португальцы решили ее консервировать со специями, маслом, соусом и овощами. Так консервы стали полноценным блюдом. В Лиссабоне даже есть заведения, в меню которых только рыбные консервы. Ценник от 5 евро за баночку. Это правда деликатес, и можно смело, у кого есть деньги, покупать как сувенир домой. И, наконец, десерт, который стоит попробовать в Португалии. Это паштейш. Это пирожное в виде чашечек из слоеного теста с заварным кремом. Входит в рейтинг самых вкусных десертов мира. Просто, дешево и очень вкусно. Очень вкусно. Хороший десерт. Надо рецепт записать. Приятного аппетита! Если вы в Португалии планируете устроить расточительный отдых с друзьями, то вам в Порту. Порту – второй по величине город Португалии и один из самых старых в Европе. Но, несмотря на это, отдых здесь может быть на высшем, современном уровне. Ну, очень, очень вдохновляющий город, друзья. Я даже не помню, когда я последний раз испытывала такой спектр эмоций. Знакомство с городом начните с драйвовой поездки на гоукаре. Аренда от 60 евро. Определенная романтика есть вот в этих автомобилях. Чувствуешь себя настоящим туристом. А чтобы увидеть местную природу, арендуйте частную лодку и отправляйтесь в путешествие по долине реки Дору. Цена 200 евро за час. Хорошее теплое солнце, пейзажи, зелень. Прекрасно. После можете съездить на дегустацию одного из самых известных вин мира – портвейна. Ох, тот случай, когда ты понимаешь, что вот пару таких стаканчиков, да на жаришке, да ты в хламинку. Чтобы закусить, поезжайте в ресторан Casa de Chá Boa Nova, который размещен в национальном памятнике архитектуры. А блюдо здесь готовит один из самых известных поваров Португалии. Ой, прям очень вкусно. Ну а жить вам с друзьями предлагаем в уникальном винном бутик-отеле. Такая аллейка и 10 бочек вина. Класс. Один номер бочка 345 евро в сутки. Мне здесь нравится.
Для бюджетной компании путешественников идеальным городом для уикенда в Португалии считается Лиссабон. Лиссабон – уже упомянутая в нашем гиде столица Португалии, которая предлагает огромный спектр удовольствий и развлечений для совершенно любых туристов. Здесь прекрасно себя будет чувствовать любой бюджетный путешественник. Во-первых, на каждом шагу киоски, где наливают. Во-вторых, абсолютно, я бы сказала, идеальная уличная еда, как в ресторанах. Ну и в-третьих, тут так здорово гулять. Знакомство начните с прогулки на желтом ретро-трамвае 28-го маршрута, который проезжает по самому центру. Билет 3 евро. Чтобы посмотреть на город свысока, поднимитесь на смотровую площадку на старинном лифте Санта-Жушта. Проезд вверх-вниз 5 евро с копейками. В паузах между посещением достопримечательностей отдыхайте в уличных барах, где за 1,5-2 евро можно попробовать знаменитую жинжу – вишневый ликер. Что? Что такого, я не понимаю. Всего, вон, с бесплатными вишнями всего евро 80 джинджа. Хотите классных фоток? Отправляйтесь в LX Factory. Это бывшие ткацкие фабрики, которые переделали в современный арт-центр. Ну сделай мне фотографию, пожалуйста. Если вашей компании захочется на пляж, то у Лиссабона под боком Атлантический океан. Вот же он, Атлантический большой океан! Для дружной, веселой и комфортной ночевки подойдет один из множества хостелов. Например, Sunset Destination. Койка от 25 евро. И завтрак включен. Шикарный хостел. Посмотрите, какая терраса. На крыше солнце, свежий воздух, свежезаваренный кофе. Ой, мне кажется, я в рубашке родилась. Путешествуя по Португалии, есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Первое – холмистость. Если вы планируете в Португалии отдыхать в городах и передвигаться на своих двух, то знайте, придется много ходить в горку и ступать по исторической плитке. Поэтому берите удобную обувь. Лиссабон особенно запомнится тем, кто, например, хочет подкачать ноги. Вам это удастся. Второе – узкие улицы. Если будете передвигаться здесь на авто, учтите, что на крупной машине вы не проедете, а мест для парковки немного. Поэтому берите что-нибудь компактное. Парктроник у меня есть, и вот он пи-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 пи. Мне кажется, если бы он мог говорить парктроник, он бы мне сказал: эй, ты дятел, я тебе говорю, тут узко, не едь! Третье – погода. Из-за океана климат в Португалии не жаркий. Здесь бывает весьма прохладно и ветрено. Поэтому не забудьте взять с собой в путешествие теплую одежду. Я даже не думал, что вечером здесь может быть так холодно. Отдых на краю Европы в живописной атмосферной Португалии мы спланировали. Но останавливаться не собираемся, ведь впереди новые страны и полезные советы. Скоро увидимся!